Я хочу признаться, я не самый смелый человек. Я сейчас нахожусь очень близко к границе с Газой, и мне страшно. Прямо сейчас сюда стреляют, сюда летят ракеты. Место, где я стою, это маленький израильский поселок Беэри, куда 7 октября проникли террористы Хамас. И мне страшно даже пересказывать, что они здесь учинили и что я увидела своими глазами. А еще я подписана вот на этого арабского фотографа. И мне тоже очень страшно. Он сейчас в 5 километрах от меня, по ту сторону, и в его объективе снесенные до основания здания Газы. Погибшие и пострадавшие люди, дети Палестины, теперь уже сироты. Страшно. Но мне важно про это тоже знать и помнить. Я не фронтовой корреспондент, не военный эксперт, не политолог. И я растеряна, как никогда. Что говорить? Но самое страшное, что я могу сделать, это промолчать и забыть. Спустя месяц после атаки Хамаса появилось целое движение отрицателей 7 октября. Новые инфоповоды, новые ужасы, как будто нарочно смывают с лица земли реальную трагедию того утра. И вот это по-настоящему пугает. Я решила рассказать несколько историй людей, которые не забудут тот страшный день никогда. Даже если весь мир притворится, что ничего не было. Я старший прапорщик Игорь Зингер. Я работаю в полиции. 7 октября я работал на вечеринке Нова около кибуца Риим. Как только я очнулся после операционной, как только меня привезли в палату, уже в отделение, у меня была такая мысль, может быть, я все это придумал, что, может быть, я просто уехал оттуда один, и никто за мной не ехал. И у меня было такое угрызение совести, как я уехал, а оставил там ребят, которые не спаслись. Но люди начали со мной связываться и говорить: да, мы ехали за тобой, мы спаслись благодаря тебе. И мне это как-то успокоило душу. Я правильно понимаю, что это была работа не обязательная? Это вы подработку как бы попросили себе? Всегда, когда есть возможность, я стараюсь брать дополнительную работу, потому что, большая семья, кормить надо всех. Я иду заработать пару копеек, посидеть на вечеринке, и все нормально. Утром я сяду на свой байк, уеду домой, и все нормально будет. Я приехал на вечеринку на мотоцикле. В 3 часа, где-то около 3 ночи, я получил сообщение от жены. Такое странное. Она меня спрашивала: все нормально? Я такой в шутку еще отвечаю: да, что тебе приснилось? Все нормально. То есть жена как будто среди ночи проснулась? Как будто среди ночи, да, что-то чувствовал. Я не знаю, как это объяснить. Она вообще такой чувствительный человек у меня. Она очень часто чувствует, когда что-то со мной происходит. Аллаху Акбар!
Ну вот в 6:30 я увидел обстрелы, просто я увидел очень много ракет, летели во все направления, и я видел даже взрывы от минометов в поле перед нами. Я видел вот эти вот грибы взрывающихся мин. Люди тоже были в шоке, сначала ничего не понимали. Но сами понимаете, на вечеринке люди приходят, выпивают. Многие были под воздействием всяких химических элементов. Они не понимали, что происходит. Многие думали, да, что это фейерверк, многие думали, что это шутка какая-то. Вот, и продолжали танцевать, даже без музыки я видел людей. Я не первый раз под обстрелом. Понятно, совершенно было понятно, что это никакой не спецэффект, что это ракеты, которые взлетают с Азы, и что это массивная атака на весь Израиль во всех направлениях. סמי, מה המצב? קיצור, יש פה בלגן אטומי, חדירה, מחבלים, ירי, כל הצירים חסומים. אל תגיד לנו כלום, אני פה בינתיים. אני אוהב אתכם. Я попросил сына, чтобы маме ничего не говорил. И самое главное, я успел ему сказать, что я их люблю. Почему вы просили не говорить маме? Потому что моя жена очень отчаянная женщина. Если бы она услышала, что что-то со мной произошло, она бы просто села в машину, и она бы просто приехала за мной. תתכופף פה! Многие, я видел, что они находились в своей машине, или машина была закрыта какой-то другой машиной, или просто, допустим, приезжает 5 человек на одной машине, не могут найти хозяина машины с ключом, бегают в панике, не могут зайти в свою машину. Просто видел, люди начали бежать по полю просто без машины, пешком. И поэтому я кричал в рупор, что заходите в машины, неважно, даже не в свои машины. Я видел людей, которые прыгали, просто вот ехала машина с открытым окном, и они просто головой рыбкой туда прыгали в машину, и ноги вот так снаружи болтались, и они ехали, просто спасались как могли. По дороге я еще увидел, один полицейский идет по полю, хромает такой. Я остановился около него, спросил, в чем дело. Он сказал, что он приехал нас менять на утреннюю смену. С Нетивота он выехал, и его по дороге обстреляли. Он там начал вести бой, и он получил ранение в ногу. Его зовут Эмиль, он с станции Нетивота. И я его подобрал, посадил его в машину нашу, и мы ехали вот так, 3 полицейских с пистолетами. У нас были только пистолеты, чтобы, если будут какие-то террористы, чтобы мы могли как-то среагировать. Хотя бы с 3 пистолетами как-то бы мы вели какой-то бой. Я думал, как можно быстрее приехать на полицейский участок и взять оружие и вернуться там, помогать моим ребятам. Я приехал в участок Нетивота и встретил по дороге начальника этого участка, Юра его зовут, я его знаю. Мы вместе служили когда-то. Он тоже из России? Но он тоже откуда-то с Союза, я не знаю откуда точно. Вот, я ему сказал, Юра, я с вечеринки в Рим, у нас там тяжелое положение, нужно оружие, и каски, бронежилеты, все, что ты можешь дать. Он сказал, хорошо, едь, у тебя есть разрешение от меня, бери все, что надо.
Я услышал по волне, на которой мы работали в вечеринке, что одна из полицейских передает такой, дает по рации, говорит, что террорист направляет на нее оружие. Тишина несколько секунд, и по ее же рации я услышал, что террорист взял рацию и начал кричать «Аллах Акбар». И, конечно, я так понимаю, что он убил эту полицейскую. Мы начали ехать, и там я понял смысл выражения «без признаков жизни». То есть я видел вот эти машины, вот, которые мы видим сейчас здесь, разбросанные по обочинам дороги, и либо около них трупы людей, которые я понял, что значит «без признаков жизни». То есть эти трупы людей лежали в таких неестественных позах, что я понял, что это нечего даже останавливаться, проверять у них пульс. Это были мертвые люди. И мы ехали так пару километров и видели вот эти все машины ребят, которые пытались вырваться с вечеринки, которых мы направляли: едьте домой, быстрее едьте домой. И вот они попали под обстрел там на этой дороге. Когда мы подъехали в кибуц Реим, буквально там 100 метров до кибуца Реим, у нас вылетел граната РПГ, и мы выскочили с машины, так как патрульная машина, обычная полицейская, она не бронированная. Вот, и мы заняли оборону по обочинам дороги. И через какое-то время подъехала бронированная машина, подразделение ЮАФ. И мы вдвоем с Ороном залезли к ним, присоединились к ним. Мы буквально проехали 200 метров, может быть, мы смогли проехать. И нас так обстреляли буквально, что бронетранспортер вышел из строя. И я так понял, нас сотни террористов окружали уже. Я в какой-то момент кончились у меня патроны. Начал вести бой с пистолета. Стоял за дверью бронетранспортера, а дверь, когда открыта, она закрывает тебя от головы до пояса примерно. Я получил ранение в ноги, но в тот момент мне показалось, что я получил очередь в ноги, потому что обе ноги кровоточили. Вот. И я залез в бронетранспортер, я уже не мог вести бой. И один из полицейских, которые там были, с подразделения ЮАФ, его зовут Руслан, он был медбрат. И он просто голыми руками остановил мне кровь на обеих ногах. Пуля попала вот отсюда, она прошла. Одну ногу вышла, пошла во вторую ногу и на вылет. Одна пуля прошла 2 ноги и на вылет вышла, да. Но мое счастье... И попала в пах тоже. Да, и в паху, конечно, есть тоже ранение, но на мое счастье ничего важного эта пуля не задела. И кости целы, и артерии, самое главное, целы. Потому что если бы она попала в артерию, я бы за 5 минут потерял бы всю кровь. Я уже начал терять сознание, я не видел, я буквально уже начал молиться, просил Бога, чтобы Он взял меня в рай, уже все, я не хотел попасть в плен, я не хотел мучиться, очень болело все. Очень было тяжело, я закрыл глаза, начал молиться, сказал: Господи, возьми меня уже отсюда в рай, и все, я сделал свое, я не хочу попасть в плен. Я скажу, что я рос на Урале, в Магнитогорске, и у нас очень много было ребят с Башкирии, мусульман, которые приезжали к нам. Моя первая воспитательница в садике была Гульнара Керамовна.
Она была наша воспитательница в садике. Она была из Башкирии. Вы плачете, потому что как бы раньше все было иначе или... Мне просто обидно, почему так люди себя ведут. Она очень нас любила, она нас спасла. Я помню случай такой. Мы были детки маленькие, 6 лет. Мы были в садике и ездили на дачу летом. И я помню, мы вышли гулять. И я как сейчас помню, она услышала что-то. Мы ничего не понимаем. Мы дети были, такое одеяло, там игрушки, мы игрались. Я как сейчас помню, она услышала что-то. Мы не могли понять, что... Но мы увидели, что есть какая-то опасность. Она нам быстро сказала: все дети, бегите быстро за мной. Мы побежали. Не поняли, что происходит. Мы побежали быстро к калитке, забежали за эту калитку. А потом мы увидели, прибежал какой-то разъяренный бык. Вот наше счастье, что она была из деревни. И она услышала этого быка за километры просто. Она нас спасла. Этот бык начал рогами вот так вот разметать это одеяло, там бесился, что-то произошло, я не знаю. И потом он бежал на нас, этот бык, и вот так рогами, я помню, пытался открыть эту калитку. И просто вот у меня это впечатление, что вот действительно благодарность Гульнара Керамовна нас спасла. Надо его обязательно спасти, вылечить. О, дорогие мои, благородные, юные друзья. Закрой глаза, Хаттабыч, и постарайся уснуть. Тебе нужен покой. Я знаю мусульман, вот помните наше поколение, Старик Хаттабыч, помните кино? Вот это мусульманин в моем проявлении, в моем понимании. Добрый человек, мудрый, начитанный, у которого есть жизненный опыт, который всегда даст совет, который любит принимать гостей, гостеприимный, доброжелательный. Я смотрю новости про Дагестан, я не понимаю, что происходит с человечеством. И как только я очнулся после операционной, первым делом я попросил у доктора, там врач Ярден, молодая девушка, попросил у нее в первую очередь позвонить моей жене, сообщить ей, что здоров, жив и где я нахожусь. И она позвонила моей жене, это было где-то после 11. Меня привезли в больницу в 11:03. Я получил такой браслет на руку. Я видел 11:03, и номер мой был номер раненый 209. Когда есть очень много раненых, выдают номерки такие на руку. То есть, когда меня привезли в 11 часов, уже 209 раненых было, а всего было около 5000 раненых. А тот, кто меня спас, потом мне рассказали, это был Ицик Базукашвили, командир подразделения Сегев Шалом. Когда он спас нас, 5, он еще вернулся спасать раненых других, вывез их, 3 раз вернулся, и на 3 раз он уже получил РПГ прямо в броневик свой и погиб. К сожалению, скончался на месте. Вы знали кого-то еще лично? То есть тех, кто Да, погиб? много ребят я знал. Из ночной смены там было где-то 30 полицейских. Из них я знал
Алон Барак, Сиван Янин, Юлия, Эмиль, следователь из Бершевы, я его знал. Потому что все, кто остались там, у них не было никаких шансов выстоять в этом бою. Просто у них были всего пистолеты. Ну как ты можешь воевать с 15 патронами против террористов, вооруженных пулеметами, гранатометами и бесконечное количество боеприпасов? И, конечно, это проигрыш, бой, который проигран заранее. Идут в Англии демонстрации в честь Палестины, идут в Дагестане демонстрации, поддерживают Палестину. Они не понимают, что они поддерживают террористов. Вы знаете, что на вечеринке были граждане Англии, Америки и таиландцы, которые работали здесь. Резали всех беспощадно. Почему мир этого не видит? Почему он их поддерживает? Потому что вот эти террористы Хамаса, они убивали всех, даже своих мусульман, которые были водители какие-то, которые были там на этой вечеринке. Человек с Восточного Иерусалима, это палестинец, у него даже нет гражданства израильского. Его расстреляли тоже. Я не понимаю, почему мир из-за них. Ни в какой войне нет победителей. Есть те, кто проиграли больше, и есть те, кто проиграли меньше. Дедушки, ты самый лучший в мире. Только здоровье и любовь. Меня зовут Иосиф Рожанский, и 7 октября в дом моей дочери вошли террористы. Шахматы похожи на жизнь? Очень даже похоже на жизнь. Если не подумать и сделать плохой ход, потом придется расхлебываться. И так и в жизни. Вначале нужно подумать, прежде чем что-то сделать, чтобы потом не сожалеть о содеянном. Мы с женой довольны, что мы были там. Вот представьте себе, террорист бы зашел, а дочка одна с внуками. Представляете ситуацию? Мы бы там с ума сошли. Лучше я буду без ноги, но пусть они живы. Я приехал за неделю к дочке. Ее кибуц находится недалеко от границы с Египтом и недалеко от границы с Газой. У нее 3 внучки и 1 внук, и надо было ей помочь, потому что ее муж уехал во Францию. И я был там у нее неделю,
В субботу жена должна была меня забрать домой, приехав на машине. Она привезла еще маму, чтобы она могла посмотреть, как растут у ее внучки дети. То есть вы живете на севере, а дочка на юге в Да, кибуце? мы приехали, да, через всю страну. И утром этого дня, в субботу, когда мы должны были вернуться, утром я пошел гулять, увидел ракеты в небе, вернулся. Дочка сказала зайти в защищенную комнату, скажем так, и ждать там. Это было в 6:30 утра. В 11:30 я вышел из защищенной комнаты, зашел в туалет и при этом глянул в окно. В нашу сторону шел пожар. То есть хамасовские террористы подожгли 3 дома и, наверное, хотели больше поджечь. Соседка из одного из горящих домов сказала: я умираю, выйти не могу, сейчас сгорю, помогите. И мы с женой сумели потушить пожар, вернулись домой. Вскоре вернулась дочь. В 13:20 в доме к нам зашли террористы. 1 или 2, я не знаю. يفتح عرضك فوق نطلع له. Есть ли в шахматной партии какая-то, вот когда совсем безвыходная ситуация, то как надо действовать? Я не знаю как, но у меня были многие случаи, когда мне тяжелую позицию удавалось спасти. Я не знаю, как я действую, наверное, интуиция подсказывает, что нужно делать. Дочка приказала всем молчать. Но самый маленький внук, 4 года 3 месяца, он не молчал. Он шумел. Поэтому террорист подошел к двери этой защищенной комнаты и попытался ее открыть. Ему это не удалось, потому что мы с женой оба держали дверь. И поскольку он видел, что у него не получается, он, видно, отошел назад и стрельнул. Мы с женой упали. Дверь заклинила, он не мог попасть к нам. У меня потекла кровь из ноги. Жена одновременно со мной упала на кровать. У нее тоже вокруг была кровь. На стенке была не знаю чья кровь. На меня упала маленькая внучка 6,5 лет и лежала на моей больной ноге. Все девочки молчали все это время, ни одна не сказала ни слова. Сколько им лет? 10, 8 и 6,5. Ну вот сейчас проверим, помнишь ты, как фигуры расставляют или нет? Лё-лё, тири, мицад емин маком лаван, аскахазе. Потом террорист с английским, с арабским акцентом сказал: откройте дверь, я вам помогу. Он нам уже помог, что он пытался нас убить, так что мы с ним разговаривать не стали. А он стрелял, то есть вы держали дверь, Да, она не он не запиралась? знал, кто там внутри. То есть он стрелял только потому, что он услышал голос моего младшего внука. Надо сказать, что были другие террористы, которые рассказывали, что слышали детский голос, начали стрелять. Это не один такой. Может, им дали такое указание, чтобы этот голос стрелять, пока голоса не замолкнут. Как вам кажется, среди этого населения в Газе есть несогласные со своим правительством? Да, не сомневаюсь, что они есть, но они боятся открыть рот. Потому что если они откроют рот, им не жить. Это страшный режим. Когда Анвар Садат заключил мир с Израилем, он сказал: пока вы будете сильны, вы будете существовать. Это сказал человек из арабского мира, которого убили за то, что он заключил мир с Израилем. Так что, наверное, он хорошо знал, что он говорил.
У меня есть хорошие друзья, говорящие по-арабски. Я ничего против арабов не имею. Но я имею против тех, которые хотят меня убить, и моих детей и внуков. Против этих я имею. А против остальных я знаю, что у нас в медицине есть много арабских врачей и арабских сестер, и все работают. И политику не распространяют на медицину, поэтому очень многие из Газы приезжают к нам лечиться. Ваша жена тоже в больнице находится? Да. Ей уже сделали 10 операций. Осколки от пули попали ей в ногу. Так же, как попали в ногу моей младшей внучке, которая лежала на мне, не сказала ни слова, 6,5 лет. И смотрела на бабушку, которая истекает кровью. Дочка сделала мне перевязку, перетянула жгутом ногу. Может быть, я бы не выжил, а жена не дала. Ей было так больно, что она сказала: не подходи. И вот они 5 часов 10 минут наблюдали эту страшную картину с бабушкой на кровати и с дедом, у которого течет кровь из ноги, и с раненой младшей внучкой. Все наблюдали друг за другом. У меня были опасения, что от потери крови мы можем умереть с женой. Меня в шахматы научил папа где-то лет в 7. Он сказал, что его дедушка хорошо играл в шахматы. До Великой Отечественной войны мой папа выступал за Могилевский дом пионеров, ездил на второй доске, и поэтому, наверное, передал мне свою любовь. Я был сильнейшим шахматистом Псковской области примерно 20 лет, с 15 и до 35, когда я уехал. Как вы вообще приехали в Израиль? В Израиль я приехал в сентябре 1991 года из города Псков. Обстановка была неспокойная, было общество «Память», и ходили слухи о погромах евреев в Пскове. Кто их разжигал, мне трудно сказать, но было очень неприятно. На домах было написано: «Евреи, убирайтесь в свой Израиль». И было очень неприятно. А поскольку у меня была маленькая дочка и не было уверенности, что я смогу ее защитить, то, в общем-то, начались мысли об отъезде. Я был влюблен в Израиль еще до отъезда. Это была идея моего папы. Он всю жизнь слушал «Коль Исраэль», «Голос Израиля». И я знал, что у меня здесь много родственников. Я люблю прежде всего людей, которые здесь живут. Когда у кого-то какое-то горе, то человек с горем не оставляет его. Вдруг неожиданно какие-то люди приходят и поддерживают. И это очень трогает. И всем очень важно, чтобы у других было хорошо. Вот. И жить среди удивительного народа — этого удивительного народа — это большое счастье. Я вижу, приходят люди с крашенными болями, корчащиеся от боли, в плохом настроении. Проходит несколько дней, у них начинают появляться улыбки, они начинают ходить, потом они начинают выздоравливать. И процесс идет быстро. Это вот, я считаю, чудо израильской медицины. Приходят какие-то люди неизвестные, дарят какие-то подарки. На меня тут обрушилось большое количество шахматистов, которые вдруг хотят со мной сыграть, кого я никогда не... Ну, многих я из них не знал и раньше. Вчера ко мне приходил Борис Гельфанд с женой. Борис Гельфанд — это лет 12 назад он был шахматист номер 2 в мире. Он чуть не обыграл Ананда и не стал чемпионом мира. И я умудрился с ним, играя по 15 минут, в одной партии белыми сделать ничью. Сказали, что поскольку у меня прострелены нервы, то, скорее всего, меня отрежут. Поэтому я совершенно не удивился, когда проснулся утром после операции, у меня уже до колена не было ноги.
как можно к этому... Я это спокойно воспринял. Я уже понимал ситуацию. Я воспринял это спокойно. Жена будет ходить? Я очень надеюсь, что будет, да. Несколько дней назад она сказала, что ей начала болеть нога. Она ее не чувствовала буквально больше 2 недель. Это хороший признак. Очевидно, она будет ходить, да. Может быть, даже она поправится раньше, чем я. Я очень на это надеюсь. Из самых новых ощущений. Очевидно, мой мозг еще не понял, что у меня нет ноги. И в один из дней я решил, что я могу идти левой ногой. И поэтому я ступил левой ногой и полетел на пол. Таких опытов я, по-моему, больше делать не буду. Раз у меня нет левой ноги, так я уж буду ходить правой. Допустим, я часто ощущаю, что у меня есть левая нога, что у меня есть ступня, которой нет. И я делаю такое упражнение, я беру вот тут вот эту культю в конце, я ее глажу, и они проходят. Я очень хочу вернуться к той жизни, которую вел, хочу обучать детей играть в шахматы, играть самому, если возможно. Ходить. Надеюсь, что у меня будет протез, и я буду ходить. Какой-то один профессор тут в больнице сказал, что я буду плясать. Не знаю, плясать я пока не собираюсь, но хотя бы ходить. Секундочку. Родственники. Юсеф. Я не могу найти. Но если я найду, Йофи. Здравствуйте, Юсеф. Как вы себя чувствуете? Я надеюсь, что вы чувствуете себя получше. И я очень скучаю и очень жду, чтобы у нас были уроки уже, наконец-то. И выздоравливайте. До свидания. Ну, какой милый. Потрясающе. И что он сказал, что хочет быть чемпионом? Ну да. Я сказал, будем работать. Хотя бы меня обыграет. Тоже хорошо. Меня еще никто не обыгрывал из моих учеников. Надо превзойти учителя. Да. Это мой сын, Ник. Это Тамир, солдат, который служит с Ником на базе. Это Рон. Они все, 3 солдата этих были захвачены 7 октября. Мы проснулись от сигнала приложения телефонного о сигналах воздушной тревоги в районе базы сына. Мы ему позвонили, это было приблизительно 6:30 утра. Он ответил, мы слышим сигналы тревоги, сигналы падающих ракет, шум. А там это из-за того, что сильно близко находится к Газе, то есть там буквально 10-15 секунд от запуска до падения.
спросила, если он успел одеть какую-то защитную обмундирование, или это каска, или это бронежилет, что-то такое. Он сказал, что ничего не успели, все очень быстро, и в любой момент, как только будет затишье, мы пойдем в комнату одеться и одеть на себя защиту. В районе 7 часов утра мы увидели по телевизору, что есть опасность проникновения террористов на территорию Израиля. Мы начали звонить Никите. Опять же, страшный шум, уже мы слышали звуки выстрелов. В этот момент разговор отключился. И после этого уже телефон был вне зоны доступа. И друг детства Ника позвонил мне и сказал: Катя, я тебе посылаю одно видео. Он был в истерике и плакал, и говорит: пожалуйста, только скажи мне, что это не Ник. После того, как мы увидели это видео, наши самые страшные, самый страшный сон в жизни, который может только присниться, мы увидели, что нашего ребенка террористы уводят С базы. с базы на территорию Газы. Когда это все начало происходить и начали выкладывать эти ролики, у меня первое было броситься, начать смотреть, искать своего ребенка. Когда я какое-то время посмотрела все это, там просто такие были страсти, что в какой-то момент я уже не могла это смотреть. С одной стороны, я хотела ребенка своего найти и знать, что с ним происходит. С другой стороны, это настолько ужасно было это все видеть, невозможно. Поэтому очень страшно. Ваши дети родились уже в Израиле. Да. Они знают иврит, конечно, хотя в детстве мы с ними разговаривали до определенного возраста на русском языке. А какие мультфильмы смотрели дети в детстве? В детстве только русские. Они знают наизусть «Крокодил Гена», «Чебурашка», и «Ну погоди», все песни, и сказки, и «Ежика в тумане» тоже мы недавно пересматривали все вместе. Почему-то вот как-то в детях русских, то есть выходцев из Советского Союза бывшего, у них почему-то проявляется больше патриотизм и рвение быть именно в боевых войсках. Смотри, у меня дед, будучи евреем, притом чистокровным, но он прошел всю войну с 1 по последний день, с 41 по 45. Уже здесь, в Израиле, я узнал, что он, оказывается, был разведчиком. И он был в высокой должности, руководил людьми. Все 5 лет был на фронте. Ну да. Получил награды. Все... То есть все-таки, видимо, в крови есть. Он это знал, всю эту историю. Он это знал, видимо. Он туда пошел летом этого года. На этой базе он начал службу 1 июля.
Это база, которая занимается, она является посредником между палестинской автономией и между израильским правительством. Все, что приходит в Газу из Израиля, этим всем занимается их база. Плюс разрешение на работу для палестинцев, плюс любые переговоры, любые делегации, которые приезжают, если даже это иностранные. Обеспечением всего этого занимается как раз-таки эта база. То есть это ирония судьбы получается, что как раз база, которая и солдаты, которые занимались тем, чтобы улучшить, наладить жизнь граждан в палестинской автономии, это была база одна из первых захваченных при этой террористической атаке. И большинство из тех террористов, которые зашли на территорию поселений, близлежащих к границе, они были в этих поселениях и работали там. У них были карты домов, карты поселения, обозначенные дома, вплоть до того, что там было написано на картах комнаты, как они расположены, где защищенная комната, в каждом доме сколько человек живет, какого возраста, есть ли собака, где находится кухня, где находится спальня и так далее. То есть это те люди, которые были в этих домах и работали в этих домах, и знали тех, кто там живут. Никто себе предположить не мог, что такое может произойти. Вот эта женщина, она была захвачена вместе с 2 маленькими детьми. Это русская семья. Это парень и его девушка, это его мама. Они были захвачены из поселения рядом с границей. Они приехали навестить родителей, были захвачены все вместе. Это тоже целая семья. Мама с папой и 2 деток маленьких. Тоже были захвачены из их дома. 9 месяцев, да. Смотришь на фотографии и просто поражаешься этому ужасу, во-первых, который люди пережили. Во-вторых, тяжело объяснить, почему в заложники надо было захватывать этих малышей. Вот эта малышка, она захвачена в плен совершенно одна, 3 годика. Родители убиты. Когда я узнала, что она захвачена в плен одна, молилась, чтобы она была где-то рядом с моим сыном, потому что я знала, что если он ее увидит, он точно будет с ней. Вчера нам пришли командиры с базы и принесли Никитины вещи. У них есть 2 вида формы. Это форма, в которой они выходят за пределы базы. И есть форма, в которой они на базе находятся. Это наушники он себе на день рождения подарок купил буквально месяц назад. Это спортивные принадлежности всякие. Он каждый день ходил в спортзал, занимался спортом. Это у нас он, кроме того, что все остальное, еще и прошел курс первой помощи. Всех солдат лечил. А он такой какой-то сердобольный, да? Вы все время рассказываете, что то собачку он там нашел. Да, там целая история с этой собачкой на базе. Пришла маленькая собачка, беленькая, совсем еще, видимо, молодая. И командир, когда увидел, что Ник кормит эту собаку, он на него поругался. Он говорит: я не могу, ты понимаешь, я иду кушать в столовую, я, значит, буду сытый, а собачка будет голодная. И он за ней ухаживал, ее все время кормил, следил, чтобы вода была, купал ее.
разумеется, что от Бога может быть и плохое. Конечно. Если Ник сейчас попал В плену это Бог. в плен, то... Это Бог решил? Представляем, что мы отменяем то, что по судьбе ему было дано на сегодняшний момент. Мы надеемся очень, что это в подземелье, в туннелях, которые построены Хамасом. У них на территории палестинской автономии под городом Газа больше 500 километров туннелей, которые на глубине до 30 метров доходят. Что наш сын где-то там, потому что он, в принципе, является для них каким-то, скажем так, богатством, да? Они смогут потом разменной монетой. Мы очень надеемся, что да, ему не дадут умереть от голода, от жажды или от чего, еще чего-то. Потому что из опыта солдаты обычно монета немножко более дорогая. Да, жестоко звучит, да. Когда отпускают, сколько сейчас отпустили заложников? Выпустили? На сегодняшний день выпустили 5 заложников. Нет, 4 выпустили. И одну освободили. освободили девочку в солдатку в ходе военной операции. Как вы, вот, когда видите эти новости, у вас появляется надежда или у вас сожаление, что жаль, что это не Никита? С одной стороны, мы очень рады за каждого освобожденного, и за их семьи, и за их близких. С другой стороны, это немножко нас вызывает какие-то очередные беспокойства. Потому что те, кто были выпущены, мы видим, что они выпущены по какой-то определенной причине. То есть первые 2 заложницы — это гражданки Америки. Вторые 2 заложницы — очень пожилые женщины. И, скорее всего, это очередная психологическая война Хамаса, то есть показать всему миру, вот мы такие хорошие, выпускаем пожилых людей. И мы очень боимся, что наш молодой солдат останется последним после того, как будут выпускать кого-то по каким-то другим причинам. יישא השם פניו אליך, ויישא לך שלום. אמן, אמן. Сейчас совсем циничный вопрос, особенно к вам, но насколько вам жалко простых жителей Газы сегодня? Или вам в вашей ситуации типа пофигу абсолютно? В 2007 году, когда была первая более-менее заварушка, и мы туда зашли, и они прикрылись с детьми, мы оттуда вышли. Сегодня заходили эти дети. Да? Вот 7-й, 23-й. Вот сегодня зашли эти дети. Не мы ж к ним пришли, не Никита к ним пошел. Не мы к ним зашли и не начали их резать там. И не заходили мы туда вообще ни разу их резать. С другой стороны, вот они все встали сейчас на защиту палестинцев. Их всего лишь 2 миллиона. Откройте границу, дайте выйти детям, женщинам, мужчинам, которые не хотят воевать. И поверь мне, там очень много людей, которым эта война тоже не нужна. Они хорошо работали в Израиле, они жили в Газе, богаче, есть статистика. Если поискать в интернете, вы ее найдете. Но Хамас не дает им уйти. А, им не дает уйти Хамас. Б, их Египет не пускает. Они никому не нужны. Израиль такой народ, здесь мы живем 23 года уже. И очень сплоченный. И да, хотят быть в мире. И среди нас здесь, в Израиле, в израильских городах живет очень много арабов. И очень много живут в обществе со всеми остальными, так же, как и мы,
работают и все. Если зайти в израильскую больницу, большая часть на сегодняшний день уже врачей, медсестер, медперсонала — это, да, арабские жители. То есть Израиль понимает, что нужно разделять между террористами, между просто арабскими жителями. Я видела там у вас плакат с голубем мира. Семьи пропавших без вести или заложников, они призывают не входить в Газу, не вести такие большие войны. Мнения разделяются. Семьи заложников очень переживают и очень боятся. Все, с одной стороны, понимают, что террористический режим нужно уничтожать, но, с другой стороны, очень переживают за своих близких, которые находятся там. И мы не знаем на этот момент, где они именно находятся, где их там прячут. Поэтому каждая ракета, которая туда летит, в сердцах близких и родственников бурю эмоций возбуждает, потому что мы очень боимся, что это все действительно может убить наших близких. Там большая часть тех, кто зашли в Газу, опять же, из этих роликов, которые мы видели, есть раненые, но есть и очень много, которые не были ранены. То есть мы знаем, что на момент попадания в Газу они, да, были живы, и они не ранены. То есть мы надеемся на то, что у них есть шанс выжить в этих тяжелых условиях и вернуться. Как вы относитесь к тому, когда Путин встречается с Хамасом в эти дни? Вот, типа, Россия дружит с Хамасом. Официальные встречи. Я тебе так скажу, вот честно, уже мне по барабану, кто его вытащит. Ну, я просто не знаю, сможет он это сделать или не сможет. Но если он это сделает, почему бы не... Я разговаривала... Мне все равно, кто. Он, Россия, Египет, Бахрейн или кто там это есть еще там, кто с ними там дружит, Иран. Мне все равно, кто это сделает. Если это кто-то сделает, я буду считать того победителем. Такие акции сейчас идут по всей стране. По всей стране. Для чего? Потому что правительство наше, есть такая политика, что нужно возвращаться к обычному образу жизни. Война будет, и война будет долгая. Нельзя остановить жизнь всей страны. Надо возвращаться, пытаться как-то вернуться к обычной жизни. И мы не хотим, чтобы возвращаться к обычной жизни. Мы хотим, чтобы нам вернули наших родных. И поэтому мы стараемся привлечь внимание. Помните ли вы вообще сам последний разговор с сыном? Что он вам сказал? Каким был его Он голос? пытался меня успокоить. Он сказал: мама, со мной все будет хорошо, не волнуйся, все будет хорошо. И мы услышали. Но Никита вас когда-нибудь обманывал? Нет, мы очень ждем его, и мы надеемся, что он вернется. Мы уверены, что он вернется. Но мы только этим и живем. Только этим и живем. Я, Иля Азимова, просидела в горящем доме 4 часа.
Я выхожу, я вижу, и правда все сгорело, и все черное, дым, невозможно видеть ничего. И вдруг увидела телефон на этом шкафчике. Я открываю, я вижу от дочери, я получаю, в смысле, сообщение. У меня там несколько сообщений. «Мама, где ты? Мама, ответь мне. Мама, пожалуйста, ответь мне. Мама, я люблю тебя». Вот такие как бы предложения, как бы прощальные предложения. Я звоню ей, она мне говорит, что «Мама, где ты?» Ну, я дома. Она говорит: «Нет, нет, ты не дома. Ты у них в руках». Я говорю, что «Да нет, я дома. Хочешь, я тебе покажу то, что осталось от дома?» Я звонила тебе по телефону, и мне ответили террористы. Они иврит знают, язык, потому что они говорили на арабском языке, они смеялись, они кричали на меня. Потом сказали, что на иврите: «Мы у тебя дома». Это твой дом. Ну, ребенок сразу подумал, что если маме звонят, и если отвечают террористы, значит, мама у них в руках. Было Цева Адом. Это сирена, что все должны бежать в бомбоубежище. Автоматически встала и побежала в бомбоубежище. Даже не закрывая двери. Простояла там 2-3 секунды. Прогремел взрыв. Взрыв – это у нас как бы каждый год мы это проходим. Каждый год вот бывают взрывы, бывают сирены, мы бежим в бомбоубежище, стоим там несколько секунд, потом выходим. Мы уже привыкли к этому. Даже не подумала о чем-то, как бы… Что это грозит чем-то большим. Да. После этого начались сообщения. Вдруг посылает, что чужой человек у меня в саду, вот он приближается, другой пишет, вот он приближается к моей двери, вот он ломает мою дверь, хочет зайти в дом. Третий пишет, что он поднимается, он на моей лестничной площадке поднимается на балкон. И смотрю, вдруг, там через дорогу у нас сад, а потом через дорогу там двухэтажные дома. Я вижу, что на втором этаже кто-то ходит. И я так подумала, что, может быть, это полицейские, может быть, пришли как бы посмотреть. Он начал осматриваться по сторонам. И вдруг повернулся и видит меня, поднимает оружие и говорит: «Вот-вот». И выпустил пулю. Вот это. Ого. Вот это. Ничего себе, как пристрелил. Да. Он, может быть, низко так, если бы он… По ногам сверху, как будто он да, стрелял. он как бы, если бы сверху… То есть вы сюда спрятались? Да, правда, я спряталась за стену и отсюда сразу убежала опять в Мамад, бомбоубежище. А потом же услышала, что все стихло. Я по себе подумала, что, по-моему, это наши солдаты подумали, что я это террорист. Они, может быть, издалека не видят. А муж все это время спит. Я ему говорю: слушай, вставай, здесь что-то не то. Там на дороге лежит какой-то мешок. И это уже давно лежит, около 40 минут. Может быть, наши солдаты забыли этот мешок. Он пошел, посмотрел, вернулся и говорит, что ты знаешь, это то, что ты увидела как мешок, это не мешок, это труп. И не только этот труп, я еще посчитал, еще несколько трупов по нашей дороге.
Вся дорога заложена трупами. Я говорю, а кто они были? Они наши солдаты или не наши солдаты? Он говорит, не поймешь, они все в наших формах. Мы были в гостиничной комнате. Я вдруг вижу, что как-то с переднего дверь открывается. У нас же стеклянная дверь. И в балкон заходит кто-то. Ручка спускается вниз. Как бы сейчас откроет и войдет. Я выбросила телефон автоматически и пулей вбежала в бомбоубежище. Пулей. Муж за мной. Я его втянула в бомбоубежище и закрыла дверь. И услышала, как он поломал стекло. В смысле, стекло двери. И я трясусь и слышу, что уже ходят, как бы дома. Уже как бы вот топоты, в смысле, по стеклу. Вот это хождение по стеклу вот у меня прямо на ушах вот это стоит, что они ходят. Муж там что-то начал говорить, я говорю, заткнись, тихо, не говори, чтобы не слышали, что мы здесь. И замерла просто весь мой слух, как они движутся, куда они движутся, как они ходят по дому. И услышала, что они и в комнату зашли. В ту комнату, которая перед бомбоубежищем. Только эта комната была за день заложена картонами, коробками, всеми вещами. Дочка переезжала, и она всю свою комнату, всю свою квартиру перенесла нам. А она в пятницу днем улетела за границу учиться. Она поступила в университет, в четверг перенесла все вещи к нам. Вот здесь заложено вещами, здесь было подушки, одеяло, вот эти одеяла, все эти вещи были заложены и с левой, и с правой стороны. А вбегала я сюда, и дверь эта, когда закрывается, оно оттуда не видно. Когда заходишь, оно оттуда не видно. Я закрывала эту дверь. انزل Они просто зашли, они просто не увидели эту дверь. Вот, есть. Это вот так в Мамаде закрывается железным щитом окно. Когда военное положение, тогда мы должны закрывать все. И вот это железное... До конца? До конца. Если до конца не закрываешь, это можно как бы снаружи открыть. В некоторых местах они умудрялись, я думаю, что с ломом или чем-то, они открывали это железо и бросали гранату внутрь бомбоубежищ. Так что надо вот это железо, вот это, до конца. Вот я здесь сидела. У вас какая мысль какая-то пульсировала одна? Что вы думали все это время? Я еще утром думаю, что у меня в 2 часа была смена в субботу. В 2 часа была смена, я должна была на работу идти. Я еще смотрю, я говорю, 10, 11. Если после 12 еще будет какая-то, в смысле, еще будут бегать, еще, значит, я в 2 часа на работу не пойду. Придется брать отгул? Да, вы про это как бы, да, я как бы так подумала, что я еще не вникала, что что-то серьезное. Я не вникала.
И вдруг как бы тронула дверь, и горячий кипяток. Я говорю: слушай, по-моему, дом горит. Был дым, который режет и глаза, и все, как бы невозможно было даже перешагнуть. Он вышел, и я закрыла дверь. Еле-еле пришла в себя, потому что дым был настолько... Я уже не знала, там и не было тряпок, я не знала, что я взяла, и закрыла рот, чтобы не дышать этим газом. Это какая-то очень красивая вещь. Это старинное, это бабушки моего мужа. Более 200 лет дата, в смысле. Это бабушки мужа. От бабушки перешло маме, от мамы перешло мужу. От мужа как бы не досталось. Это старинное, да. Это не подлежит восстановлению. Это не подлежит вроде восстановлению. вон дерево. Мне кажется, Я не вон думаю. Это была гостиная, да. Здесь диван, кресло, журнальный стол. Я не знаю. Это телевизор. Это был телевизор. Все это расплавилось. А что они бросали? Чем они поджигали? Что они бросили? В некоторых домах они бросали гранаты. В некоторые дома они бросали шины. Зажигали шины машины и бросали. Сюда я не знаю, что они бросили. Просто что-то зажгли, бросили прямо в гостиную. Там в пепле ничего невозможно было найти. В 6:30 я опять услышала звуки, крики наших солдатов на ивритоговорящих. Я приоткрыла окно, и я увидела, они были похожи на наших солдатов. Я сказала, что не стреляйте, я гражданка. Через несколько минут нас всех попросили в автобус сесть и двинулись с автобусом. При выезде вся дорога была как бы машины разбитые, рядом с машинами мертвые, как бы тела. Вся дорога до Яд Мордехай, вся дорога была машины, и рядом с машинами тела. Вот так. Заложено телами. Очень много друзей я потеряла, которые жили в кибуце. Моих друзей. Их убили. Очень много друзей. Всю первую неделю мы хоронили. Каждый день хоронили. Я успевала только у 3 быть. Каждый день. Но иногда хоронили в день 5-6. Каждый 10-й здесь есть погибший. Есть, которые из 5 остался только 1. Убили отца, мать, 2 братьев, он остался только 1. Есть дома, в которых ничего не осталось. Все сожгли. Вы сама еврейка по национальности? Нет. У меня была прекрасная жизнь в Баку. Как бы я работала, зарабатывала. Я не приезжала в Израиль за заработком. Я просто вышла замуж и приехала сюда. За что вы любите израильтян? Что это за народ такой? Они мои друзья. Я живу в таком месте, что здесь как бы я могу постучать в каждую дверь,
и всякий мне поможет, если мне что-то нужно. И я люблю. Любовь – это здесь. Любовь – это не то, что я сейчас буду перечислять, что зачем я люблю. Я люблю. Сейчас Азербайджан не в счет, тем не менее, в большинстве своем мусульманский мир против Израиля. К сожалению, что большинство против Израиля, но я не человек политики. Я бы хотела, чтобы все жили как братья. Во всей Европе очень много мусульманов. Очень много. Арабов, мусульманов. Все беженцы Африки в Европе, в Америке, в Канаде. У них пропаганда сильнее, чем наша. Наша, я говорю, как бы со стороны еврейской, да? Угу. Я не еврейка, но я считаю себя как бы частью. Когда открываешь YouTube, и у тебя выходит, что вот израильтяне убили там маленьких детей, израильтяне убивают, израильтяне бросают бомбы, и там гибнут маленькие дети. У нас тоже гибнут маленькие дети. У нас не было войны. Зашли в наш дом и убили, зарезали, а потом сожгли. Так посмотрите с нашей стороны тоже. Посмотрите, что они сотворили здесь. Посмотрите, как они из калашников беспрерывно они стреляли в молодежь, которые всю ночь там в Реим, в кибуце, у них был праздник. Они просто с парашютами перешли границу на парашютах и начали стрелять в мирных жителей. Как бы открыть окно и увидеть там чужого человека, который пришел тебя убить. Я слишком много потеряла здесь знакомых. Мне это очень больно. Очень больно. Мы пока живем на данный момент в гостинице, и как бы волонтеры всем помогают. И едой, и всем помогают волонтеры. Где ваша дочь сейчас? А дочка вернулась. Стала на защиту Родины. Вернулась, пришла ко мне. Обняла меня, поцеловала, сказала, что мама, я хочу быть здесь, с тобой, со своими друзьями, быть рядом с вами. В субботу вот это все случилось. В воскресенье она уже была здесь. И с воскресенья она до сих пор, она в армии. Я просто попросила ее не быть в первом ряду. В смысле, не в боевых. Только попросила. Она меня успокоила, что она не будет в боевых. Но она до сих пор, я ее видела, может быть, 2 раза. А так она в армии. И когда я у нее спрашиваю, что, когда ты собираешься вернуться, у тебя там уже учеба началась, когда ты собираешься вернуться, она говорит, что, когда все успокоится. Самая моя большая мечта, чтобы поскорее закончилась война.
И поскорее началось вот как бы ремонт. Я не могу сказать и ремонт. Это не ремонт, это строить. Вот эта стройка, и поскорее бы мы вернулись домой. Все равно вы хотите прямо сюда вернуться? Да, да. У меня только один дом здесь, в смысле. У меня нету другого дома. Как говорят, когда замуж выходят и в беду, и в горе, и в радости, это мой дом. Как можно? Я обязательно сюда вернусь. Мы все сюда вернемся. Надеюсь. Надеюсь, что мы все сюда вернемся. Начнем с нуля, но вернемся. Друзья, большое спасибо, что смотрите нас и поддерживаете. Без ваших донатов снимать новые выпуски было бы гораздо труднее. Напоминаю, что нашим спонсорам доступны ранние премьеры выпусков и эксклюзивные материалы, которые не вошли в видео на основном канале. А еще у нас есть рубрика специально для спонсоров «А поговорить». Мы сняли уже 2 интервью, которые вы берете у меня. А сейчас собираем вопросы для 3-го видео в этой рубрике. Ищите пост вот с такой картинкой на всех спонсорских платформах и оставляйте под ним свои вопросы. Спрашивайте о чем угодно, о жизни, о мыслях, о профессии, о последних выпусках. Новое видео с ответами на самые интересные вопросы скоро будет доступно всем, кто подписался на регулярные пожертвования. Напоминаю, если вы в России, подписаться на нас можно на сервисе Boosty. Если же вы за пределами России, то можете оформить подписку на платформе Patreon, ну или стать нашим спонсором прямо здесь, в YouTube. Достаточно нажать на кнопку «Спонсировать». А еще благодаря кнопке «Спасибо» создателям канала можно отправлять разовые пожертвования в любом размере. Мы работаем для вас, мы ценим вашу помощь, мы ваши агенты и больше ничьи. Ссылки на все варианты поддержки вы найдете в описании к этому видео и в описании канала.